В аэропорту Сербии действовала одна из самых престижных и эффективных служб безопасности в Европе. Каждый сотрудник аэропорта строго следил за соблюдением правил и проводил проверку каждого пассажира, чтобы обеспечить безопасность и предотвратить любые потенциальные угрозы. Однако, несмотря на все предпринимаемые меры предосторожности, иногда все же происходили непредвиденные ситуации. Одним из таких событий стало прибытие группы молодых людей из Израиля, которые перевозили в своем рюкзаке необычный и ценный груз – ушастого ежа. Один из парней по имени Артур решил привезти этого редкого ежа в Сербию с намерением продать его за высокую сумму. Поскольку ушастый еж был включен в Красную книгу редких видов, стоимость его была значительно выше, благодаря его уникальному и требовательному содержанию. Артур находился в надежде, что, совершив эту сделку, он сможет отлично заработать, и поэтому планировал свою поездку с особой осторожностью. Необходимо было пройти тщательный досмотр багажа каждого пассажира, как это обычно и делалось сотрудниками аэропорта. Однако, к сожалению, рюкзак Артура не был замечен и пропущен через систему контроля. Все казалось нормальным и безопасным, пока вдруг события не приняли неожиданный оборот. На сцену вступила полицейская служебная собака. Рекс, верный и надежный патрульный пес, ответственный за обход аэропорта в поисках запрещенных предметов и веществ, прошел мимо Артура и его рюкзака. Затем, внезапно, Рекс остановился в непосредственной близости от рюкзака и начал проявлять явную агрессию. Сотрудники службы безопасности оперативно и безотлагательно отреагировали, отводя собаку из зоны багажного отделения. Сотрудники аэропорта заметили, что собака сильно заинтересовалась рюкзаком, который принадлежал парню. Они начали подозревать, что внутри рюкзака что-то находится. Когда они открыли его, к их удивлению, они обнаружили маленького и очень милого ежа. Еж был спрятан под серым холстом в рюкзаке. Быстро стало понятно, что парень по имени Артур нарушил законы и правила, провозя через границу редкого животного без необходимых документов и разрешений. Сотрудники аэропорта вызвали полицию, которая быстро прибыла на место и арестовала Артура. Перед судом Артур осознал свою ошибку и понял, что его жадность и неосмотрительность привели его в эту неприятную ситуацию. Он попытался объяснить судье, что не понимал настоящей ценности ежа и что привез его по случайности. Однако это оправдание не приняли, и Артур был признан виновным в незаконном перевозе и попытке торговли охраняемым видом животного. За его преступление ему грозили серьезные наказания, вплоть до тюремного заключения. Полицейские, занимающиеся безопасностью аэропорта и заботящиеся о благе граждан, предложили свою помощь в доставке ежа обратно в Израиль. Ведь это было единственно правильное решение в данной ситуации. Животное было аккуратно упаковано и отправлено в путешествие обратно в Израиль. По прибытии еж был возвращен в консервационный центр, где его приняли с большой радостью и заботой. Работники центра сознавали ценность каждого такого живого существа и предоставили все необходимые условия для его благополучия и процветания. Что касается Артура, ему пришлось ответить перед судом и понести наказание за нарушение закона. Эта история стала для него уроком, показав, что попытка нажиться на нарушении закона может привести только к серьезным неприятностям и моральным потерям. Так закончилась история маленького ушастого ежа, который путешествовал с Израиля в Сербию. Это событие снова напомнило всем работникам аэропорта о важности соблюдения правил и бдительности, чтобы предотвратить проникновение запрещенных предметов или охраняемых животных через границу. Каждая маленькая деталь имеет значение, ведь безопасность должна быть на первом месте. Артур
осознав свою ошибку и притворившись, что привез ежа случайно, понес наказание, которое поистине отразило на нем моральные потери. Он столкнулся с последствиями своего безрассудного поступка и понял, что его поступок нанес вред не только ежу, но и всему сообществу, которое защищает и сохраняет подобных животных. Наказание в виде возможного тюремного заключения открыло глаза Артуру на то, что закон должен быть неотъемлемой частью жизни каждого гражданина. Он осознал, что любая попытка нарушения правил может привести к непредсказуемым и негативным последствиям как для отдельного индивида, так и для окружающей среды. Эта история также напомнила всем работникам аэропорта и полицейским о серьезности их задачи по обеспечению безопасности и защите граждан. Они стоят на страже закона и стремятся предотвратить всяческие нарушения, чтобы обеспечить благополучие и сохранение нашей планеты. В результате этого инцидента аэропорт принял ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности и предотвращения незаконного перемещения животных через границу. Были проведены обучающие семинары и тренинги для сотрудников, нацеленные на повышение их осведомленности о законодательстве в области перевозки животных и на овладение навыками обнаружения незаконных предметов или живых существ. Теперь в аэропорту были направлены дополнительные сотрудники, ответственные за контроль и проверку багажа, а также обновлены системы сканирования, чтобы эффективно обнаруживать запрещенные предметы и животных. Благодаря этим мерам безопасности аэропорт смог минимизировать подобные инциденты. Сотрудники признали, что их роль – не только обеспечение комфортного и безопасного путешествия для пассажиров, но и защита окружающей среды и сохранение уникальной флоры и фауны разных регионов мира. Они осознали важность своей работы и обязательства к соблюдению всех законодательных норм и правил. Подобные случаи, как у Артура, напоминают людям о том, что животные не могут быть рассмотрены как физический объект, который можно переносить или торговать, а должны быть уважаемыми и защищенными. Это сообщение о важности сохранения природы и биологического разнообразия становится все сильнее и более осознанным. Каждый из нас должен осознавать свою ответственность за окружающую среду и участвовать в ее защите. Мир в последние годы столкнулся с растущим интересом к дикой природе, и это повлекло за собой незаконную деятельность, угрожающую вымиранию многих видов. Однако, благодаря быстрому и грамотному действию сотрудников аэропорта и полиции, еж был спасен и вернулся в безопасную среду своего родного консервационного центра. Такие случаи подчеркивают важность сотрудничества между правоохранительными органами и организациями по охране природы для предотвращения незаконной торговли животными и сохранения биологического разнообразия. История Артура также является напоминанием о том, что выгода от незаконных действий временна и может быть сопряжена с серьезными последствиями. Эта история может послужить уроком для всех, кто мечтает наживаться на незаконных деяниях или игнорировать правила. Она дает нам возможность задуматься о глубине наших поступков и последствиях, которые они могут повлечь за собой. Наконец, эта история привлекает внимание к необходимости сохранить и защитить дикую природу и животных, которые являются ее непременной частью. Каждое живое существо играет важную роль в экосистеме и имеет право на свою жизнь и свободу. Природа иногда нуждается в нашей помощи, чтобы преодолеть угрозы и сохранить свое бесценное богатство. Итак, история этого милого ежа и его хозяина Артура оставила глубокий след в сердцах всех, кто слышал ее. Она наполнила нас осознанием важности соблюдения законов, заботы о природе и коллективных усилий для создания безопасной среды для всех видов животных. Эта история также напоминает нам, что каждый из нас обладает силой делать правильные выборы и вносить положительные изменения
в мир вокруг нас. Она напомнила всему сообществу об ответственности перед животными и необходимости бережного отношения к природе. Надеемся, что такие инциденты будут избегаться в будущем благодаря улучшенным мерам контроля и строгому соблюдению правил. Такие истории призывают нас к осознанности и ответственности в отношении окружающей природы, чтобы не только избегать преступлений, но и действовать во благо природы и будущих поколений. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.